Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня будем бриться тем, чем не должны были бриться. По идее, мы должны были вернуться к посылке Сергея Сергеевича и продолжать с его бритвами, но случилось то, чего я не ожидал никак. Оно произошло несколько чуть-чуть раньше. Второго дня привезли с производства не только нержавые тайгу, но еще и титановую. Подошел я к этим короебочкам, взял в одну руку нержавую, взял в другую титановую. И так у меня что-то, ребята, ёкнуло. Ну, согласитесь, что вот бритье может поменяться от всего. Вы взяли другую ручку, накрутили, все, бритье другое. Вы взяли на одну плиту, поставили плиту от другого станка, все, бритье другое. Вы взяли на верхнюю крышку, поставили плиту от другого станка, тоже бритье другое. Но вы взяли просто в станке, поменяли вес, и опять бритье другое. Другой вес, другой материал в станке может изменить все кардинально. Он может оставить все как есть, может сделать гораздо лучше, интереснее, а может наоборот сделать так, что бритва перестанет быть бритвой. Но он просто реально не будет брить. Это тоже может быть. Бывает и такое, но не всегда. Возьмите, к примеру, Timeless. И вот тот 0,95, который у нас титановый лежит, который мы обязательно побреемся, вот сыграло же. А вот что будет в этом случае? Вот эти мысли, вот эти вот всякие вот в голову и лезут, а вот как, а вот что, а если не попробовать, то что будет? И вот и что дальше-то, а вот как с этим, иди усни еще. Ну, короче, ребят, давайте титановой побреемся, ну хотя бы узнаем, что это такие. Лучше стало, хуже стало, вообще никак не стало, как было, так осталось. Вот на эти вопросы-то хочется как-то ответить, и пока не побреешься, не ответишь. Если вы не против, тогда давайте, наверное, прямо сейчас все это дело и организуем. Но сильно рассусоливать не будем, так просто посмотрим, без выводов, там, без оценок, без всего. Просто тут эксперименталки все пойдут, тут у меня и автошейф, и масло перед бритьем гидрофильное. То есть это вот, короче, все мои заморочки, для нас главная бритва. Вот с бритвой и будем разбираться. Если за, то пошли бриться. Догоняйте.
Ну что, парни, приступим, помолясь. Я тут маленькую реорганизацию сделал. Разгородил окошко, убрал шторки, занавески, которые все это прятали. Чуть-чуть добавил света, поставил вторую камеру. Да-да, вот эту самую, которая будет показывать стол. Плюс притаранил еще тазик. У нас совершенно случайно один баскет был. Ну, коробка свободная. Вот я туда тепленькой воды налил. Но это кроме того, что официально будет служить для споласкивания. То есть это как бы отдельно. Но вот исходя из всего этого, сейчас, наверное, что-то и попытаемся придумать. Если сработает, то потом когда-нибудь, возможно, в перспективе здесь появится еще и раковина. Ну и фон. Фон я еще не поменял. Конечно же, я его поменяю. Мы об этом с вами уже говорили. Так, первое, что я хочу сделать, это, наверное, все-таки нанести гидрофильное масло. Немножко водички. Так, чисто, чтобы маленечко кожа смягчилась. Вот капельку еще. Я думаю, этого будет достаточно. Я не берусь брать на себя роль истинной последней инстанции, но вот для меня, лично для меня, чем гидрофильное масло лучше. Мало того, что оно выполняет основную свою функцию, оно увлажняет кожу, сберегает для него там определенный резерв, размягчает ее, там подготавливает, впитывается чуть-чуть в волосы. Но плюс ко всему, когда у вас уже иссякнет в нем необходимость, все, что вам нужно, чтобы его убрать, это просто помыть руки в воде. Все. Больше ничего. Ни мыла, ни шампуня, вообще ничего не надо. Те масла, которые нужно с мылом убирать, и знаете, там водюкаешься, ну что-то как-то. А с этим попроще. Так, давайте, наверное, пеной займемся. Наполнил я нашу баклажечку. Смочим синтетику. Чуть-чуть водички. Ну вот, вроде бы у нас как все и есть. Ну все, масло покушало, теперь самое время уже и компрессик организовать. Хорошо, хорошо. Ну давайте. Не, все-таки тазик тут хорошую роль играет. Всегда можно руку смочить. Новички, никогда не пренебрегайте первым намыливанием. Если вы сделаете это за 15 секунд, да, конечно, вы успеете. И пену нанесете, и все у вас будет хорошо. Но если вы дадите себе труд хотя бы минуты 2-3 помассировать все это на лице, тем более с хорошим помазком, вы еще лучше подготовите вашу щетину и вашу кожу к предстоящему бритью. И это будет уже совершенно два разных бритья. 30-секундный скорострел и нормальный, обстоятельный, хороший трехминутный подход. Ну, как минимум, плюс-минус, кому-то 5 минут, кому-то 2 минуты. Это я так, для близиру. Ну что, с Богом. Помоги, покажи, что могешь.
Так, это я убрал на полоборота, грубо говоря, 0,5 миллиметра. Ну, здесь где-то сейчас в районе 1,2. Вот так должно быть. Посмотрим. А что 1,2? Щетина же есть. Давайте 1,2, наверное, на второй проход. А сейчас мы вернем все обратно и поставим на 1 полный оборот. Вот так вот. Пускай будет тот самый 1,7, кто еще никто не брился, и все кричат: 1,7, ты что, это взрыв мозга, зарезать хочешь? Нет, ребята, не хочу, просто хочу попробовать. У черного моря. Вот так вот будет правильно. Ну что, первый проход закончен, и но я понял, что это такое. Ну, скажем так, хорошо, что оно есть. И теперь давайте, наверное, сыграем взад. Так, это мы сыграли вперед. Тут у нас пена, сейчас мы ее вымоем. Так вот, сыграли взад. И теперь, наверное, давайте все-таки тот самый 1,2 поставим. Вот так вот. И пошли на второй. Еще возьму маленечко, вот так вот чуть-чуть. Гулять так гулять, тем более первый раз немного взял. У черного моря. До сих пор уверен, хоть и говорят многие люди, у Утесова голоса не было. Ну и хай с ним, пускай не было. Зато человек душой пел. А душой оно иногда даже еще и покруче-то голосу бывает. Вот так вот. Вот так вот тебе и вот так вот еще. Все, хорошо. Ой, так, ты что здесь потерялась? Второй проход, грубо говоря, на 1,2.
Что вы делаете, когда вам хочется орать? Просто орать, потому что вам хорошо. А еще вы что-то такое вот узнали, чего втайне надеялись. Вам очень-очень хотелось, чтобы оно было, но это было ну так вот, ну маловероятно, что лучше ну его нафиг там. Ну будет, не будет, так и не будет. А оно хлобысь и стало. Вот что вы в этих случаях делаете? Ну вот, примерно. Так, ну давайте уже третий проход. Ой, бля. Однако. Так, ну и то, что мы сейчас бреемся по-английски, а что не попользоваться-то? Я, наверное, еще сейчас маленечко себе возьму чуть-чуть мыльца для поднятия настроения. Хотя это, в принципе, и нафиг-то не надо было, потому что здесь так много. Ну так, чисто сейчас чашей повыделываться. Я эту чашу не понимал. А вот сейчас, вот в таких условиях, ну, я ее очень даже зауважал. И что-то мне кажется, что вот дома, если так вот в обычном доме ее использовать, ну, это больше для эстетов. Может, кто из нас дома воду экономит? Да никто. А вот так вот, если, фух, это очень даже огонь. У черного моря. Так, ну с Богом. А давайте, наверное, попробуем отыграть. Вот смотрите, у нас сейчас 1,2. Так. Сейчас промою. Так, давайте, наверное, вот так вот. Вот так вот, наверное, поставим. И посмотрим, что из этого получится. Так, вам видно? Да, вот так вот. То есть мы отыграли обратно. И вот так вот. Вот было 1,2. А сейчас поставим вот так вот. Да, так будет правильно. Потому что 0,7 уже пробовали. Попробуем так.
вот эти вот мои. Все, все. Компресс и автошейв. Фух. Хорошо, хорошо. Ребят, с удивлением обнаружил, что вот это вот обыкновенный ящик, сколько он там, 1000 рублей стоит, из Икеи, он полноценно заменяет раковину. Ну, с одним маленьким но. Вы не поленитесь отнести, принести воду, ну и пару-тройку ведерок, так станок споласкивает. Все, больше ничего. Работает, да. Так, ну тут, конечно, да. Слышите, да? Вот. Вот когда вот этот скрип появляется, это прям бух. Такое не часто бывает, но бывает. Ну давайте автошейв. Вы не будете против, если один из автошейвов будет пахнуть молекулой? Так. Ну, при условии, конечно, если он эти полевые испытания пройдет. У нас так. Ух ты, ёж. Вот пока весь коллектив наш дружный не прогонит через себя, и пока мы все голоса не соберем, пока все не взвешиваем, новое не появится. Ой, хорошо. Но он спиртовый. Спиртовый 60%. Но без парать. Вообще без парать. Да. Ой, хорошо. Да. Ребят, я хоть и обещал вам, что там без выводов, без резолюции, без всякого всего, но вот я пару слов-то все-таки скажу. Вот эта штука, она меня с копыт сбила. Вообще. Не ожидал. Я ждал чего угодно. А получилось. Вот этот станок Тайга из титана порвет не один пукан, поверьте мне. Это будет такой повод для восторгов, это будет такой повод для срача, это будет повод для всего. Это, знаете, это вот как вот кто-то зашел в мышиную лавку там и там началось. Вот, это будет катализатор очень бурный, очень бурный. Люди его будут любить, и люди будут о нем говорить, и люди будут им восторгаться. Это вот, если вот есть люди, которые воспринимают бритвы хотя бы в половину так, как я, это нечто. Я сейчас уже потихонечку жалею о том, что я говорю, потому что вот раздаю авансы, там то все, 5-10, но ребята, просто вот те эмоции, которые после бритья этим станком у меня сейчас внутри сидят, они просят выхода. Это охренеть. Он тайгу из нержи переплюнул в моих глазах. Стопудово переплюнул. Чем, как, почем, как они в бритье, как вот этот, как тот. Это потом, когда будет анонс, я обязательно вам все расскажу, покажу в стихах и песнях, по полочкам разложу. И даже объясню те необычные совершенно 2,5 оборота, которые есть и на нержавом станке, и на станке из титана. Объясню, что произошло, объясню, как это случилось. Это целая история, а ржать будете там. Давай там хухма. Но уже разобрались, все нормально. В следующей партии этого не будет. Уберем, обязательно берем. Но это слишком. Но вот в этой партии это есть. Это, знаете, вот как марка напечаталась не та, да? Или монетка не та выпустилась. И вот там, ты что мы наделали, давай вертай взад, все переделаем. Ну да, конечно, вернут, все переделают. А монетка потом пум-пум-пум-пум-пум по коллекциям разлетает. Ну вот типа такого что-то у нас получилось. Только не подумайте, мы это не специально делаем, потому что в здравом уме, трезвой памяти никто этого делать не будет. Ну смотрите, резьба 1 мм, начинается с 0,7.
законно предположить, что один оборот полный дает вам миллиметр. То есть 0,7 нежно и плавно превращается в 1,7. Хорошо? Хорошо. Здесь же 2,5. Считайте сами. То есть в здравом уме трезвой памяти никто так делать специально не будет. Ну, я потом все расскажу, объясню. Ребята, у меня сегодня хороший день. Работал аки-совраска. Думал, с утра приду обзор с этим, с бритьем запишу, куда с добром, только в 3 часа отпустили. Надо было делать. Но день закончился обалденно. Оно того стоило. Я теперь уже ничего не боюсь. Мне теперь уже нормально и не сыкотно. И мне хорошо. От всей души желаю, чтобы вам было хорошо. Не только сегодня, но и всегда. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и что? Ну и до новых встреч. Совсем скоро. Я думаю, что на финиш уйдет, ну, может, месяц полтора. До Нового года 100%. Потому что мы уже практически все их получили. Но финиш. Надо сделать финиш. И кроме того, что вы увидели, есть еще вещи, которых вы не видели. Но это Титана больше касается, и этим еще вас удивим. Я думаю, вам тоже это должно понравиться, потому что мы старались, делали это с душой. Ну и надеюсь, вы оцените. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Рад был вас всех снова увидеть. До новых встреч.